Всем привет! Давайте сегодня посмотрим, поздравит ли вас ваш мужчина с Новым годом. Объявится ли он ближе к Новому году. Вообще будут от него либо подарки, что-нибудь такое. Представьте своего мужчину и поехали. За личным раскладом обращайтесь на WhatsApp, либо Instagram. Так, что за мужчинка здесь? Так, возможно, мужчинка женатый, либо... Вообще здесь, конечно, мужчина инфантильный, ничего не могу сказать, как ребенок. Знаете, что к вам у него однозначно сексуальная есть привязанность, да? Вы женщина очень сильная, сексуальная, возможно, это бывший ваш супруг, либо женатик, понимаете, что для него отношения, он как-то вот все по-легкому, безответственно, вообще. Знаете, как возможно такое, то, что здесь мужчинка находится, возможно, с такой женщиной, вот с которой вроде, может, ушел кому-то, понимаете, которая, вы знаете, контролирует его. Так, возможно, кстати, он еще и может то, что с вами начать, понимаете, из-за того, что вы его сильно так тянете. Мужчинка здесь прижимистый, понимаете? Он может быть такой, вы знаете, как денежки любит, потом стабильность любит, но вкладываться он не любит. Прижимистый такой. Так, объявишься ли ты в ближайшее, до Нового года? Нет, на Новый год объявишься ли ты? А вы же его сами пошлете. Вы же его пошлете, либо есть здесь другая женщина. Нет, я вам скажу. Нет, не объявится он. Нет, 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 нет. Он знает, что он по шапке получит. Вы женщина, понимаете? Вы сейчас его не знать, не видеть ничего. Вы самодостаточная, посмотрите. Кто он дурачок, и кто вы. Он же видит прекрасно, что появится все. Вы сейчас его не то, что к себе подпустите, вы ему вынесли здесь какой-то приговор. Нет, 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 нет. Не объявится он и не поздравит. А почему не поздравишь? Ага. А потому что, извините, этот молодой человек, во-первых, с вами долгое время, возможно, с вами конфликтовал. Во-первых, он не знает, что вы сейчас на данный период времени к нему чувствуете. Возможно, этот мужчина вас, он однозначно с вами плохо поступил. Понимаете, возможно, из-за женщины. Понимаете, это может быть мать, любовница, жена, неважно. Возможно, да, это женщина, которая применяла магию, которая повлияла на него. Понимаете, что он как дурак повелся, вас предал. Соответственно, пошли конфликты. Ну почему? Потому что вы сейчас еще могу сказать, что вы... Почему он не объявится? Ну он вас боится. Ну вы же как его встретите? Вы сразу его пошлете на 3 веселые буквы. Новый год, старый Новый год. Знаете как? Нет. Он знает то, что от вас только по башке получит. Да страшно ему появляться. Вы что? Вы сейчас для него посмотрите какая. Красотка, которая знает себе цену. Понимаете? Только подойди. Вы ему сразу сковородкой, знаете, по башке ему как тресните. И тем более вы та женщина, которая не простила к себе такого отношения. Понимаете, которая до сих пор на него не то, что там, знаете, как успокоилась. Нет, он знает то, что вы, этот человек, это такой вот для вас человек, с кем даже не то, что поздравление, от него стакан воды брать противно. Вот честно, я вам скажу. По крайней мере, он вас такой видит, понимаете, да, вы сейчас шикарная, но и видит то, что у вас мозги появились, понимаете, вы себя ценить начали, уважать себя начали. Ну и кто он для вас? Он для вас предатель. Соответственно, нет, не объявится, боится вас. А почему еще боишься ты объявляться? Ой, знаете, что я вам скажу? Хочет он к вам и написать, и объявиться как-то. Ну, понимаете, что? Вот он думает, вот сделать, не сделать, написать, не написать. Вот знаете, как вот баланс хочет найти. Сделать, не сделать. Ну, может, с ней давно не общались. Она от меня отстранилась, холодная, ни ко мне не чувств, ничего не проявляет. А то я сейчас как дурак появлюсь, да, и она мне как пошлет. Ну, и он выбирает, что? Не, я лучше, знаете, как посижу еще. Посижу. Подумаю, посижу в этом отшельнике. Ну... Объявишься ты на Новый год? Очень хочет. Ой, как хочет опять. Если вы знаете как. Ой, как не хочет, знаете, как вкладываться в вас. Ой, какой прижимистый, какой вообще. Он хочет все, чтобы вы ему давали. Понимаете, если вы с ним проживали вместе, жена, любовница, неважно. Вот что-то, либо вы с ним вместе работали, да. Он хочет все вернуть назад. В том плане, то, чтобы вы вкладывались в его, понимаете. Вы его, эту морду, да, чтобы вы его кормили так же. Понимаете? Чтобы вы боялись его потерять. Чтобы вы опять его, знаете, с порога там чуть ли не попку и ножки не целовали. Понимаете, что? Чтобы опять было все как раньше. Если семья была, естественно, семья. Но вы же этому не даете. Ну, у вас прозрение произошло, что недостоин вас, понимаете? Он прижимистый, холодный. Просто женщина здесь очнулась, что она не на того она время теряла. Понимаете как? А он-то хочет. Хочет опять. Хочет опять, чтобы вы, ну, поддерживали его. Ну, чтобы давали, вы давали, понимаете? А ты что-нибудь будешь давать взамен? Ну-ка скажи. А зачем? Зачем? Во-первых, он говорит, у меня еще помимо этой женщины, возможно, есть другая женщина, у меня сердце разбито. Либо говорит о том, да, то, что о вас спрашиваю, да, конкретно. Ой, сейчас она мне сердце разбила, я хочу ее любви, она мне не дает, хотя сам накосячил, да. Из-за женщины там, мать, сестра, любовница, жена, неважно. Но еще что бесит его, бесит прям по сердцу, но ножом, по-живому, знаете, что бесит? Что вы его не ждете, а как раньше вы его ожидали, понимаете? А он вам все время предавал, обманывал, изменял, терпели. А сейчас посмотрите, вы кто? Женщина самодостаточная, которая знает себе цену, понимаете? Все.
а его это бесит, потому что никто его не ждет. Понимаете, девочки?